Я хочу отфрезеровать паз, используя 3D модель с минимальными построениями и минимальными перемещениями. Выбираем операцию 2D контур. Выбираем 3D модель, ребра. Выбираем наш контур. Первый, второй. Окей. Фреза будет диаметром 12 миллиметров. Записываем в комментариях. Фреза 12, контур. Подачу сделаем 999. Врезание 900. Параметры резания. Тип компенсации компьютер. Припуск 0. На стенку и на глубину тоже 0. По глубине будем брать по 2 мм без чистового прохода. Фрезеровать будем 2 прохода сразу за один раз по глубине. Отходы, подходы убираем. Только делаем удлинение на 9 мм. Радиус инструмента 6 плюс 3 мм запасу. Это чтобы фреза перемещалась за деталью, не врезалась в нее. Быстрые перемещения. Клиренс 50. В начале и в конце это абсолюты. И здесь минимальные перемещения делаем везде 0, 0, 0. В абсолютах это начало фрезеровки. Z0. Глубина, выбранный нами контур, инкременты. Окей. Вот такая траектория. Переход идет через верх. Фреза прыгает. Мне такое не нравится. Исправим. Рабочий план сделаем ассоциативным. Привяжем его к глубине паза. Окей. Регенерация. И результат отличный. Перемещения минимальные. Можно программу сделать корректируемую на месте оператора. То есть с учетом оператор может использовать компенсацию на радиус инструмента. Для этого надо поменять несколько параметров. Копируем. Вставляем. Пишем в комментариях. Используем G41, чтобы оператор не забыл забить радиус инструмента. В параметрах резания выбираем тип компенсации Control оператором. Припуск 0, припуск 0. Все остальное остается не совсем. Подход делаем. Мастеркам требует подход. Что первое опускание вниз идет без компенсации. Компенсация идет на вторую точку. Вот мы первую точку делаем на 7 мм от контура в стороне. И компенсацию все здесь оставляем. Окей. Не понял. Все нормально. Ну, все красиво, но программа будет длинноватая. У нее на одну стенку идет 4 кадра. Раз, два, три, 4. Можно сделать поменьше, но тогда придется делать минимальные построения. Строим линию на ребре. И удлиняем их. Как у нас там было на 9 миллиметров. С обеих сторон. Окей. Копируем операцию. И немножко изменяем геометрию. Меняем. Задаем в
С-плане и каркасное представление. Окей. Тул 12, фреза, контур, компьютер 0, по глубине, ну, все то же самое. Регенерируем. Смотрим. Не убрал удлинение. Сейчас уберем. Мы линии удлинили, значит нам не нужны вот эти удлинения. Вот получилась одна линия. И быстрые переходы. То же самое можно использовать коррекцию на радиус. Копируем. И вставляем коррекцию на радиус. Значит, делаем отход-подход. Удлинения не будет. Тут все остается по-старому. Регенерируем. Делаем вид тока на рабочей операции. И неправильный подход. 7. Тангент. Надо перпендикуляр. Все. Получили то, что и хотели. Мне нравится. Ну, тут надо отметить, что такой способ фрезеровки годится не только для паза, но и для двух деталей. В общем случае для двух стенок, которые находятся в непосредственной близости или на каком-то расстоянии друг от друга. То есть эта вот желтая линия может быть в 10 раз длиннее. Все, спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то понравится.